Всем добрый день! В этом видео мы поговорим о том, как же оживить фигуры в нейрографике. Одна из основных фигур, которую мы используем, является, конечно же, круг. Идеальная геометрическая фигура, в которую каждый из нас, когда рисует нейрографическую композицию, вкладывает смысл. Но как же сделать его более живым? Для этого мы используем нейрографическую линию. Вы помните, что нейрографическая линия не повторяет себя на каждом участке своего движения, она следует туда, где мы не ожидаем ее увидеть. Она очень бионичная, плавная, ее линии похожи на линии природы. И как элемент композиции в нейрографике, она влияет, конечно же, напрямую на качество результата. Более того, она ассоциируется у нас со связью нейронов головного мозга. И чтобы оживить вот эту фигуру, чтобы она лучше вошла в наше подсознание, мы по краешку начинаем вести нейрографическую линию. Вести, пока нам не будет достаточно. Обратите внимание, сколько пересечений у нас образовывается. Но все острые уголочки мы с вами сейчас округлим. Посмотрите, как начинает оживать рисунок. Обычный круг, простая геометрическая фигура. После того, как мы ввели нейрографическую линию. Он начинает, по моим ощущениям, вибрировать. Он становится живым. Для нашего подсознания идеальные формы, это что-то идеальное, да, и то, что наше подсознание воспринимает быстрее, это какие-то неровности, какие-то шероховатости, что-то не идеально ровное, что-то, где нарушена строгость, я бы так сказала, строгость. Ведь наша с вами задача, когда мы рисуем, найти новые смыслы, создать новые впечатления в своей голове, образовать новые нейронные связи. И именно когда вы округляете, вы создаете эти самые новые нейронные связи. Конечно же, очень важно всегда обращать внимание на свои чувства и на свои эмоции. И вот если вы хотите тот смысл, который вы вложили в ту или иную фигуру, если вы хотите то, что вы в нее вложили, сделать гармоничным, достаточно мягким, безопасным, тогда вы стараетесь придерживаться, не выходить особо за рамки, за границы нашего первоначального круга. Но, как правило, все мы сюда приходим для того, чтобы получить изменения в нашей жизни. И при всем при этом нам очень важно выйти за рамки своих возможностей. И вот именно в тот момент, когда вы выходите за рамки, за пределы своих возможностей, когда вы хотите пронейрографировать ту или иную фигуру, вы уже идете вот так вот. Да, линии заходят. Да, линии заходят друг на друга, они не вот так идут, но в целом общая картина круга, этот круг становится значительно больше. Обратите внимание,
Даже хочется сказать, как он напитан энергией, что его аж распирает. Даже сейчас, несмотря на то, что мы здесь просто с вами обсуждаем, как оживить фигуру, у меня пошел невероятный прилив энергии. Сегодня выходной, я достаточно расслаблена, отдыхаю, решила записать видео. И вот обратите внимание, как только я вышла за пределы, и маркер стал увереннее идти, спокойней. И какое-то такое спокойствие, умиротворение, но с уверенностью, я бы так это охарактеризовала. Наблюдайте за своими ощущениями. Я не могу сказать, что когда вы рисуете, если вдруг вы не наделяете фигуру смыслом намеренно, вы в нее не вкладываете смысл. Я считаю, что вкладываете, потому что наш мозг так устроен, что вы не можете ни о чем не думать. Вы все время проигрываете в своей голове какие-то старые события, какие-то ситуации, воспоминания. Вы можете планировать при этом свое будущее. И то есть хотите вы того или нет, вы вкладываете смысл в свои фигуры. Поэтому мне кажется, я убеждена, так делаю я. Хотите жить как я, называется, делайте так, как я. Поэтому очень важно контролировать свои мысли. Я вам об этом говорю постоянно, потому что какие бы практики мы ни делали, наши мысли, наши эмоции создают нашу жизнь. То, где вы сейчас живете, как живете, с кем живете, все это вы создали сами с помощью своих мыслей. И благодаря нейрографике мы можем наглядно увидеть, как вы создаете новые нейронные связи в своей голове, в своем мозге. И меняете свою жизнь. Очень важно при этом, нейрографика, она, конечно же, сродни медитации, да, вы после нее выходите, и вы уже другой, не такой, каким были, когда сели рисовать, но тем не менее очень важно продолжать контролировать свои эмоции, свои мысли, свои слова, да, и вы даже не заметите, как волшебно и быстро изменилась ваша жизнь. Поэтому, чтобы жизнь изменилась быстрее, нужно намеренно вкладывать смыслы, фокусироваться на них и держать все это в своей голове. Идея в том, что вы после этого не можете идти и жить так, как жили до этого. Ну и вот посмотрите, какой круг у меня получился. Точно такой же круг здесь. Вот с этой фигуры мы начинали. Как думаете, какой смысл до нашего подсознания дойдет быстрее? Через какую фигуру заложенный смысл в наше подсознание дойдет быстрее? Мне очень нравится вот эта фигура. А вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Классного всем дня!